Привет, друзья! Вы на канале MBS Electronics. В квартире, где я живу, здесь оказался вот такой классный магнитофон ретро. Юпитер называется. Когда-то такой магнитофон это была мечта, на него приходилось копить долгое время или покупать в рассрочку. У него даже в порядке механическая часть, вот он крутит своими катушками. Скорее всего, электроника в плачевном состоянии, обычно у них высыхают все электролитические конденсаторы. Но реставрация подобных устройств это тема для отдельного ролика, а у нас сегодня видео не про этот магнитофон. Вместе с этим магнитофоном здесь в кладовке нашлись вот такие колонки Радиотехника S30. Я решил запустить эти колонки, но не через магнитофон, а сделать для них отдельный маленький усилитель класса D, напечатав его корпус на 3D принтере. Не стоит, конечно, думать, что такие вот древние колонки можно использовать, например, как мониторы для создания музыки. Но, например, смотреть YouTube через них, слушать что-то или смотреть какие-то киношки вполне себе нормально, я думаю, будет. Давайте попробуем. Сначала займемся усилителем, он все равно в будущем пригодится, а потом посмотрим, что там, в каком состоянии колонки. Я буду использовать вот такую дешевую готовую плату усилителя класса D с AliExpress. Это плата на базе чипа TPA3110. Написано, что выходная мощность 2 по 30 Вт, что на самом деле не совсем правда. Плата может работать от однополярного источника питания в широком диапазоне напряжений от 8 до 26 вольт. Здесь представлены габариты платы, это удобно, может пригодиться при разработке корпуса, хотя я измерял живую плату штангенциркулем. Посмотрим на характеристики микросхемы TPA3110. Видим, что реальная выходная мощность, она у нас, конечно, зависит от сопротивления нагрузки и напряжения питания, но она в диапазоне от 10 до 15 Вт на канал, никак не 30. Собственно, как и колонки S30, у которых номинальная мощность 10 Вт. В них установлены низкочастотные динамики 10GD34. Сопротивление колонок 4 Ома, что не является оптимальным для данного усилителя, для этой микросхемы. Эта плата лучше работает с колонками с сопротивлением в районе 8 Ом. На 4-омной нагрузке будет небольшой завал на высоких частотах, а также возможно периодическое срабатывание защиты микросхемы по току. Тем не менее, колонки у нас 4-омные, и пока что будем использовать то, что есть. Для питания микросхемы можно использовать импульсный источник напряжением в районе 15-16 вольт и на ток около 2 ампер. Это с 4-омными колонками. Лучше не использовать источник питания более 16 вольт. Если колонки 8 Ом, то до 24 вольт нормально. При этом вы получите выходную мощность около 20 Вт на нагрузке 8 Ом. Также нам пригодится вот такой выключатель для включения-выключения питания нашего усилителя. На AliExpress они продаются по 5 или по 10 штук. Один, наверное, можно купить где-нибудь в магазине радиотоваров. Для подачи входного сигнала я использовал вот такое гнездо 3,5 мм под мини-джек. Тоже вот у продавца есть размер этого гнезда. Для регулировки громкости нам потребуется один вот такой сдвоенный потенциометр с сопротивлением 50 кОм. Для подключения колонок удобна вот такая пластиковая колодка, там подпружиненные контакты, ничего не надо прикручивать, просто нажал, вставил провода, отпустил и провода держатся. И для подключения внешнего блока питания я использовал вот такое гнездо. В общем, это все детали усилителя. Корпус мы с вами спроектируем и напечатаем на 3D принтере. Те зрители, которые давно смотрят мой канал, наверное, помнят время, когда я создавал много уроков по 3D моделированию в SolidWorks, под 3D печать в частности. Однако в последнее время для создания моделей под 3D печать я практически перешел на бесплатный софт FreeCAD, а точнее на его fork, то есть ответвление, которое называется FreeCAD Link Branch. Я сделал над собой усилие, потратил несколько вечеров и разобрался в этой программе, о чем, в общем-то, не жалею.
Это, конечно, не коммерческий SolidWorks, но это бесплатный софт с открытым исходным кодом, который очень быстро устанавливается, занимает мало места на вашем диске, сравнительно мало, по сравнению с тем же SolidWorks. И в этом бренче исправлены многие проблемы оригинального FreeCAD. Оригинальный FreeCAD, вот основную ветку я устанавливал, наверное, раз 5 и раз 5 удалял. Им было реально невозможно пользоваться, особенно после SolidWorks, пока я не наткнулся в интернете вот на эту классную ветку FreeCAD Link Branch. Там исправлены многие косяки оригинального FreeCAD. Под наши цели, под создание моделей для 3D-печати очень удобная программа. К тому же у программы модульная структура, есть большое количество различных расширений, которые увеличивают функционал этого редактора. Ну, собственно, кто знаком, например, с Blender, с его концепцией расширений, то здесь вот примерно то же самое. Кстати, точно так же можно писать свои расширения на языке Python, если кому-то нравится это дело. Чтобы успешно спроектировать корпус для 3D-печати, желательно, чтобы у нас были 3D-модельки всех установочных компонентов. Ну, это как бы не обязательно, но очень желательно. В этом случае мы можем визуально видеть расположение компонентов уже на этапе проектирования. Можно скачать эти компоненты в степ-формате где-то в интернете, либо по-быстрому спроектировать самому. Я дам ссылочку на небольшую 500 мегабайт библиотеку 3D моделек электронных компонентов навесных для FreeCAD. Она лежит на GitHub, ссылка будет в описании. Кое-что оттуда может вам пригодиться для создания своих корпусов, каких-то устройств. Я же по-быстрому нарисую все во FreeCAD. Компоненты можно рисовать достаточно схематично. Главное, чтобы у моделей были правильные габариты, размеры совпадали с оригиналом. Вот, например, сейчас вы видите на экране 3D-модель платы усилителя. Она нарисована довольно схематично, но у нее правильные габариты. Расстояние между центрами отверстий, высота радиатора. Также в FreeCAD мне нравится, что здесь можно в одном документе сделать несколько трехмерных тел. Например, это будет наша коробка, сам корпус, потом плата, выключатель, гнездо, потенциометр. И все эти компоненты можно перемещать относительно друг друга и как бы устанавливать эти компоненты там, где они должны быть, без создания, собственно, сборки, как в SolidWorks. Эта возможность осталась с ранних версий FreeCAD, когда не было функционала сборки. Сборки появились в этой программе только в более поздних версиях. Ну и для таких простых проектов, как наш корпус с разными детальками на нем, это более даже удобно, чем делать сборку. Печатная плата у нас уже есть. Давайте справа, где у нас Task View, это панель задач, справа синяя панель задач, нажмем там «Создать новое тело». И в дереве построений вот здесь появляется у нас новое тело Body 001. И давайте переименуем его. Переименовать можно, нажав клавишу F2. Пусть название будет у нас клемник. Это будет как раз тот самый клемник, к которому подключаются динамики. Печатная плата и клемник — это самые большие детали нашего усилителя. От этих деталей мы и будем плясать с вами, создавая корпус. Собственно, здесь все как обычно в параметрических редакторах. Выбираем какую-то плоскость, на ней создаем эскиз. На эскизе проставляем ограничения, размеры. В этом плане, если вы уже работали с SolidWorks, то проблем в FreeCAD у вас не будет. Потому что принцип работы во всех этих кадах параметрических, он примерно одинаковый. На выбранной плоскости создаем эскиз, там рисуем какую-то геометрию, проставляем размеры и ограничения, выходим из эскиза и создаем объемные тела с помощью вытягивания, либо вырезания или других инструментов. Собственно, сегодня это не урок по FreeCAD, это про усилитель видео. Если вам интересно, пишите в комментариях, я сделаю серию роликов по моделированию в FreeCAD Link Branch для 3D печати. Все, у нас теперь есть две детали. Есть у нас сама плата печатная, есть у нас клемник. На самом деле они у нас пока вот так вот вместе в одном пространстве, но это не важно. Потом мы передвинем куда нужно. Следом я создаю еще одно тело.
называю его потенциометр и таким же образом создаю такую схематическую модельку потенциометра. За кадром сам потенциометр сейчас у меня в руках, также у меня в руках цифровой штангенциркуль. Я просто измеряю размеры потенциометра и переношу их во FreeCAD. И вот таким образом довольно легко, быстро и просто создаю модель потенциометра. Здесь нам не нужна реалистичность этих моделей, просто нужны правильные габариты. Можно сэкономить время, просто скачав где-то вот эти модельки в каком-либо формате, совместимом с FreeCAD. Обычно это формат STEP. FreeCAD очень хорошо с ним работает. Вот сейчас я делаю выводы потенциометра. Главное, нас интересует здесь их длина, чтобы потенциометр вошел в корпус у нас. Ну, собственно, вот и практически готовая моделька. Можно покрасить в разные цвета разные участки этой модели, а можно и не заморачиваться с этим. Однако, нужно сказать, что вот эти модельки, которые вы делаете здесь во FreeCAD, потом вы можете использовать при проектировании печатных плат. Можно экспортировать эти модели в формат STEP и загрузить их, например, в DeepTrace. Дальше я создаю еще одно тело, то есть вот все это находится в одном и том же документе, в одном и том же проекте. Нам не нужно под каждую детальку создавать новый файл, как если бы мы это делали, например, в SolidWorks. Это я делаю выключатель питания. Совсем простая маленькая модель, собственно, делается, можно сказать, в несколько кликов. Также покрасим наш выключатель для красоты в разные цвета. Создаем в дереве еще одно новое тело и моделируем новую деталь. Это будет разъем питания. Опять же повторюсь, что реальный разъем находится у меня в руках за кадром, и я измеряю его размеры штангенциркулем и проставляю эти размеры в программе. Вот, например, выводы этого разъема, я их расставляю как-то произвольно, не так, как они в реальном разъеме, но нам самое главное их длина. Ну и последнюю деталь создаем точно таким же образом, создаем новое тело, в нем создаем эскизы, снимаем размеры с реальной детали, это будет входной разъем 3,5 мм мини-джек. Теперь мы можем создать еще одно новое тело, это будет наша коробка, то есть деталь, которая будет уже у нас под 3D печать. Толщина стенок у нас будет 2,5 мм у нашей коробки. Размеры мы делаем, соотносясь с размерами платы печатной, и так, чтобы у нас поместились все остальные детали. Поскольку модель у нас параметрическая, мы можем впоследствии изменять все ее параметры, менять размеры так, как нам нужно. Предварительно я сделал высоту стенок 25 мм. Можно включить видимость нашей печатной платы, то есть все детали можно включать и выключать в дереве вот здесь, нажимая либо пробел, либо значок глаза, там видимость. И вот смотрим, как входит наш потенциометр. Это тоже довольно крупная деталь. Высота стенок у нас будет в основном зависеть от потенциометра. Давайте включим видимость нашего клеммника, контактной колодки вот этой для динамиков. И как раз, видите, ширина коробки у нас будет зависеть от размера вот этого клеммника. То есть я подобрал как раз такой размер, чтобы было чуть-чуть слегка больше размер, чем длина клеммника. Размеры я здесь не озвучиваю, чтобы не тратить время, потому что это у нас не урок по FreeCAD. По ссылке в описании вы можете скачать этот проект, загрузить его в программу и посмотреть все размеры сами. С помощью инструмента трансформации мы размещаем все наши установочные детали там, где они должны быть на нашем корпусе. Как видите, сейчас все детали у нас расставлены по своим местам. Но они просто расставлены по местам, но в коробке, в стенках коробки у нас пока еще не сделаны отверстия, вырезы под эти детали. Собственно, мы для того и расставляли эти детали на их места, чтобы потом в коробке сделать вырезы в нужных местах. Сейчас на плоскости внутренней поверхности коробки я делаю установочные элементы для крепления печатной платы. С помощью инструмента внешняя геометрия я проецирую вот эти изображения отверстий на печатной плате на эскиз. Поэтому они будут
точно 100% соответствовать расположению этих отверстий на печатной плате. Поскольку мы точно сделали модельку печатной платы, нам уже не нужно здесь на эскизе коробки точно проставлять какие-то размеры, расстояние между отверстиями, все уже будет соответствовать плате. Ну вот как бы в этом и состоит смысл такого подхода к проектированию корпуса. Точно так же в соответствующей стенке коробки мы делаем вырезы под контакты нашего клеммника. Там будет 4 контакта, это 2 выхода на динамики нашей печатной платы, поскольку у нас стереоусилитель. Точно так же и для других деталей. Мы создаем на стенках эскизы, делаем на них проекции наших навесных деталей, делаем необходимые припуски, чтобы у нас можно было вставить тот же разъем. Например, добавляем к диаметру того же потенциометра пару десятых миллиметра. Тут еще нужно иметь в виду термоусадку пластика, если вдруг вы решите печатать ABS пластиком. Я уже давно не использую ABS пластик для печати корпусов. Я печатаю их PETG филаментом. В этом случае можно пренебречь термоусадкой. Ну и PETG более прочный пластик, у него лучше спекание, сплавление слоев, и ваша коробочка в итоге получится более прочной и надежной. Не поднимаются углы при печати, ничего не отрывается от стола, поэтому я крайне не рекомендую печатать вот такие коробки из ABS пластика сейчас в наше время. Используйте PETG или в крайнем случае PLA, если у вас корпус не подвергается каким-то повышенным температурам. Я буду печатать эту коробку прозрачным PETG пластиком, потому что, вот эта микросхема, она может довольно сильно нагреваться вместе с радиатором. Поэтому лучше такой корпус для такого устройства не печатать PLA пластиком. PETG у него получше термостойкость. Как раз вот сейчас я делаю отверстие под винты для крепления сзади вот этого клеммника. Кроме того, в этих местах нужно сделать дополнительное утолщение, потому что сюда будут вкручиваться саморезы. А стенка у нас 2,5 мм, довольно тонкая. Вот такого вида я сделаю утолщение, чтобы принтеру было удобно печатать, чтобы не было нависающих элементов. Когда вы проектируете какую-то модель под 3D печать, хорошо всегда думать о том, как это будет печататься. Теперь основная коробка у нас готова, и осталось сделать крышку. Крышка — это еще одно тело в нашем дереве документа. С помощью инструмента переноса геометрии можно привязаться к какой-то плоскости на другом теле, в данном случае на нашей коробке, и в этой плоскости построить эскиз, который будет исходным эскизом для нашей крышки. Примерно это чем-то напоминает то, как мы это делаем в сборке SolidWorks. У крышки будет выступающая часть по периметру коробки, которая будет входить как бы внутрь коробки и крепиться на 2 винта по бокам. Это очень удобная система, которую я придумал когда-то сам. И сейчас все подобные корпуса я делаю вот по такому принципу. Преимущество в том, что нам достаточно для крепления крышки 2 винта, и их не нужно как-то сильно затягивать, сильно вкручивать. Просто слегка вкручиваем, и они прекрасно держат крышку на коробке. Нужно иметь в виду, что все-таки мы вкручиваем саморезы в пластик, напечатанный на 3D принтере. Поскольку толщина стенок крышки вот этой части, которая вставляется внутрь коробки, там всего 2 мм, то в местах, куда будут вкручиваться саморезы, тоже желательно сделать утолщение. Вот сейчас как раз я проектирую эти небольшие утолщения. Ну вот, друзья, наша крышка готова. С помощью инструмента трансформации можно передвигать крышку, двигать ее вверх-вниз. Теперь поочередно экспортируем модель крышки и модель коробки в формат STL. Просто выделяем в дереве нужное тело и потом выбираем экспорт и формат STL. Сначала я экспортирую саму коробку, называю как-то этот файл. Потом то же самое делаю с телом крышки. Выделяем тело, идем в меню «Файл», «Экспорт» и выбираем там STL. Для подготовки к печати
То есть для преобразования STL файла в G-код для управления 3D принтером я буду использовать программу Prusa Slicer. Это бесплатный софт с открытым исходным кодом. Хороший слайсер, который вставляет таким платным программам, как Simplify 3D, например. Закидываем STL файл нашего корпуса в Prusa Slicer. И сейчас я вам расскажу, какие настройки печати я использую для печати корпусов. Это не совсем обычные настройки для 3D печати, обусловленные тем, что коробочка у нас должна быть прочной. Давайте создадим профиль для нашей модели. Назову я его AmpBox PET-G и сохраню. Далее нам нужно выбрать профиль филамента, которым будет печататься модель. Это у меня прозрачный PET-G узбекского производства, который я купил здесь на местном маркетплейсе. Диаметр у меня стоит 1,6. Это потому, что вот фактически диаметр этого прутка 1,6 мм. Ну а в остальном нормальный пластик. Заходим в настройки профиля печати. Высота слоя у меня 0,2, высота первого слоя 0,3. И дальше вот самое главное, периметры мы устанавливаем один слой. Периметра у нас толщина оболочки будет один слой. И везде делаем единичку. Внутренние периметры, внешние периметры и верхняя и нижняя оболочка, то есть верхний и нижний слой у нас будет единичка. Дальше заходим во вкладку «Заполнение» и здесь устанавливаем заполнение 100%. Фактически модель будет печататься именно заполнением. 100% заполнения и тонкие оболочки один слой. Вот именно для таких моделей, как коробки, это сравнительно тонкостенные изделия, вот такие параметры, как показывает практика, позволяют получить печатный корпус с максимальной прочностью. Это позволяет полностью исключить такие неприятные моменты, как расслаивание стенок корпуса. Нарезал модель, и вот давайте посмотрим структуру нарезанной модели. Сейчас хорошо видно, что у нас в основном масса этой детали это заполнение 100% и тонкая оболочка. Линии заполнения каждого последующего слоя получаются перпендикулярны линиям предыдущего слоя, поэтому модель получается довольно прочной. Но, конечно, это работает только вот для печати таких коробочек и для 100% заполнения. Сохраняем наш файл G-кода для последующей печати. Закидываем в слайсер крышку, ее нужно повернуть на 180 градусов, потому что она у нас легла точно так же, как мы ее проектировали в программе FreeCAD. Вот поворачиваем на 180 градусов и точно так же нарезаем с теми же настройками. Записываем наши файлы G-кода на карту памяти, на SD-карту и отправляем на печать. Первым делом я печатаю коробку, это самая большая деталь, и печататься она будет примерно 3,5 часа. Моя кошка Рокси сидит рядом с 3D принтером и помогает печати. Это прозрачный PET-G пластик, которым я печатаю на такой аутентичной фанерной катушке. Я специально решил напечатать коробку прозрачным пластиком, чтобы было видно, как внутри светятся светодиоды. Будет у нас на усилителе такая традиционная китайская подсветка из 90-х. Вот если бы в реальной жизни принтер печатал с такой скоростью, ну, может быть, когда-нибудь. Если кто-то играл в культовую игру Watch Dogs, там есть 3D принтер, который за полсекунды вам напечатает любое оружие в игре. Коробка готова, сейчас там печатается крышка, а пока печатается крышка, мы можем уже заняться с вами сборкой усилителя. Это схема соединений, которые нам нужно сделать внутри корпуса. Вот эти два потенциометра, на самом деле это вот этот наш один сдвоенный потенциометр для регулировки громкости одновременно по двум стереоканалам. Это входное гнездо 3,5 мм под мини-джек, разъем под адаптер питания с выключателем, клеммник для подсоединения колонок. Ну и можно добавить еще светодиод для подсветки в прозрачном корпусе. Вот он здесь включается через резистор 10 кОм.
к шине питания усилителя. Обычно перед установкой внутрь корпуса выводы всех наших китайских деталей лучше залудить, пропаять, пока они еще не в корпусе. Это касается всех деталей, и потенциометра, и гнезд, потому что после установки в корпус уже может быть не очень удобно это делать. При пайке выводов вот таких пластиковых выключателей лучше делать это быстро, потому что если долго нагревать выводы, этот выключатель может просто развалиться. Снял потенциометр, наверное, удобнее будет сразу, пока потенциометр не в корпусе, припаять к нему небольшие отрезки проводов. Вот таким образом, а потом уже установить потенциометр в корпус и делать монтаж. Ну вот, друзья, это весь монтаж усилителя внутри корпуса. Можно закрыть это все крышкой, подключить колонки, питание и проверить, как оно работает. Крышка у нас крепится на 2 самореза. Чтобы эти саморезы были более красивые, можно их немножко шлифануть шлифмашинкой. Закрепляем саморез вот так в цангу шлифмашинки. И самой мелкой наждачной бумагой вот таким вот образом обрабатываем, шлифуем. Получается такой практически полированный шуруп с блестящей головкой. Можно включить питание. И вот такая вот китайская светодиодная красота. Колонки у меня уже подключены. О колонках чуть позже. У меня к ним возникли большие претензии. Ну а усилитель у нас, в общем-то, готов. Закручиваем вот эти 2 винтика наших красивых шлифованных. И все готово. Можно пользоваться. Вот так там внутри. Низкочастотный динамик. 10 ГД34. Вот видите, что произошло у нас с фазоинвертором. За много-много лет он просто расплавился, как будто его жгли паяльной лампой. Это был поролоновый фазоинвертор. В будущем, наверное, я его распечатаю на 3D принтере. В этой колонке, во второй, там вообще его нет, он просто рассыпался. Даже вот в таком виде его нет. Рассыпался и испарился. Здесь у нас фильтр. Вот на этих элементах, видите, здесь тиристор. С виду как транзистор, на самом деле это тиристор советский Q101A. Да, эта схема предназначена для индикации перегрузки. То есть здесь есть светодиод там на передней панели. И при определенной мощности он начинал загораться, показывая, что типа мощность превышена.
Но я думаю, сейчас эта схема не работает, потому что вот эти конденсаторы, они 100% высохли. Сейчас колонки как-то работают более-менее. Конечно, звук у них по современным меркам не ахти какой. Не хватает ясности вот этой верхней середины какой-то. Можно, конечно, использовать этот ящик, поставить новые динамики, выписать. Будет лучше. Сейчас любители старой советской техники будут на меня ругаться. Но на самом деле эти динамики, они уже не соответствуют требованиям современного звука. Есть у меня эти колонки, можно смотреть здесь кино на них. Я не думаю, что на них можно писать музыку, как студийные мониторы. Они не подойдут, но что-то там YouTube смотреть и так далее вполне себе. Динамик на самом деле вот этот, он 10-ваттный. 10GD34 и второе название у этого динамика 25GDN1-4, кажется. То есть 4 это его сопротивление, его катушки. Высокочастотная головка, вон там она. 6-ваттная 6GDV116, кажется. Да, 16 Ом у нее сопротивление. Надо здесь пойти купить в магазин вот таких вот тряпок. Продаются здесь. Тоже вата. Ватин такой, знаете, вата простеганная. И можно сюда еще. Будет меньше гнуса, вот этого гнусового звука в колонке. В общем, пока я оставлю так, как есть, друзья. В конце концов, послушав эти колонки в их исходном, так сказать, состоянии, я решил все-таки перебрать эти фильтры, потому что, ну, совсем мутный звук у них, и я как-то привык к более яркому звучанию, мои избалованные студийными мониторами уши. По-хорошему, конечно, нужно там менять динамики, выбрасывать это все старье и ставить новые, хотя бы китайские с AliExpress, но они будут звучать лучше. Вот эта схема колонок Радиотехника S30. Если кто не знает, в советские времена разработчикам радиоэлектронной аппаратуры на заводах платили за сложность схемы. То есть чем сложнее схема, которую ты сделал, чем больше там деталей, тем больше зарплата. Ну и здесь, конечно, та же самая история. Блок индикации перегрузки, вот этот на тиристоре, это абсолютно ненужная хрень, которая сразу идет в помойку. Ну и сам фильтр тоже будем переделывать, чтобы как-то немножко поярче они звучали. Можно, конечно, накручивать эквалайзером верхнюю середину и верха поднимать, но как бы хочется без эквалайзера, хотя бы чтобы было более-менее. Вот эта упрощенная исходная схема, я ее нарисовал в Proteus, в симуляторе, естественно, без этого блока индикации перегрузки. Симулятор показывает вот такую частотную характеристику этого фильтра. Получается, частота разделения у нас где-то чуть больше 2 кГц. Конечно, это не совсем то, что есть на самом деле, потому что вместо динамиков я подцепил на выход как бы резисторы просто, поэтому симулятор не учитывает индуктивность катушки динамиков, но где-то как-то примерно вот так. А это окончательная схема. Как видите, я повыкидывал здесь очень много. Высокочастотную головку просто подключил через конденсатор на 6 микрофарад, составил его из 3 2-микрофарадных конденсаторов, которые оказались там на плате фильтра. А для низкочастотного динамика оставил катушку вот эту и вот эту корректирующую цепочку. Эта головка 10GD, она не работает вообще в среднечастотном диапазоне. Я просто подключал ее к усилителю напрямую, без всяких фильтров, одну эту головку. И на слух она работает вот как-то как сабвуферный динамик, знаете, если подключить к усилителю без фильтра. Поэтому я решил вот этот среднечастотный диапазон, чтобы он немного входил в диапазон работы высокочастотного динамика. По крайней мере, она будет как-то воспроизводить эти частоты, верхнюю середину. Поскольку как бы здесь другого выхода нет, либо менять динамики полностью, либо вот так вот переделать фильтр. Сейчас вы видите переделанный фильтр, где уже выкинуто все лишнее. Я оставил только переменный резистор, вон тот, который стоит на пищалке. Высокочастотный динамик подключен через него, резистор в реостатном включении. И если увеличить его сопротивление, то можно слегка ослабить работу высокочастотного динамика. Но на практике все равно у меня его сопротивление на минимуме, соответственно, высокочастотный динамик работает на максимуме. Отверстия фазоинверторов я вот так заткнул просто полиэтиленовым пакетом, свернутым в рулон, пока не напечатаю трубы фазоинверторов на 3D принтере.
Потому что просто дырка в корпусе, она не будет работать как фазоинвертор, она будет просто портить звук по низам. Ну, собственно, сейчас у меня нет претензий к этим колонкам по низким частотам. Конечно, когда будет нормальный фазоинвертор, отдача по низким частотам будет больше.